Ну что, Xbox Series, ну, в принципе, S, это S, а вообще можно и X отнести этот обзор, потому что мы будем сегодня разбирать его возможности как смарт-ТВ-бокса и мультимедийного устройства. И, конечно же, я вам покажу, как это все работает, и сейчас обсудим, почему это не совсем хорошая идея, несмотря на поддержку некоторых интересных приложений и некоторых интересных вернее, технологий. Вот так вот будет правильно. Поэтому на канале Технозон поехали. Слушайте, но перед тем, как мы уже перейдем к разбору полетов, я вам могу сказать, что мы этот Xbox S разыгрываем сейчас на нашем канале. И ссылочка на условия акции лежит в описании под этим видео. Идем, переходим на то видео. Нужно быть просто подписчиком канала и больше ничего. Поэтому, скажем так, участвуем. Это все круто. Ну и, конечно же, нужно подписаться и нажать колокольчик. А теперь поехали. Когда-то я выпускал уже видео о том, как использовать PlayStation 5 в качестве ТВ-бокса. Я был очень неудовлетворен урезанным функционалом, который там есть. Фактически все это заключается, вернее, все сводится к стриминговым сервисам типа Netflix, Megogo и тому подобных, и YouTube. В принципе, на PlayStation 5 есть пульт, которым я могу купить в своей стране, и можно что-то придумать. Там нет браузера для мультимедиа, там сейчас можно подключать внешние жесткие диски, хотя на момент, когда я его только получил первый, этой возможности было нельзя сделать, ну, вернее, она не была реализована. А сейчас мы добрались до Xbox, и мне мои подписчики писали, почему ты не обращаешь внимания на Xbox как на TV-бокс платформу. Почему? Потому что там есть поддержка и Dolby Vision, там есть Kodi, там есть очень много всего, там есть Media Station X, там есть еще различные стриминговые сервисы, но давайте по порядку. Да, это все есть. Но я сейчас вам скажу, что это мега слабая идея использовать его как ТВ-бокс. Потому что любой ТВ-бокс за 40, за 50 долларов, да даже возможно и дешевле, уделает эту коробку просто так вот на раз-два. Что я смог здесь сделать и что необходимо для полноценного использования, например, для проигрывания Dolby Vision контента из вашей домашней медиатеки, это нужен NAS сервер, либо Plex сервер, поднятый на каком-либо устройстве типа компьютера. Ну, я его буду использовать в паре с Synology. Почему? Потому что ни один внешний плеер типа Kodi, VLC или Кино и ТВ, как у них там называется это приложение фирменное майкрософтовское, не проигрывает нормально Dolby Vision. Есть заморочка с Kodi, который отказывается устанавливать как таковой Elementum. Ну, можно заморочиться, можно какие-то пути искать. Но это такой головняк, что мне легче просто-напросто этого даже не делать. Купить за 40 долларов ТВ-бокс и решить эти все проблемы одним махом. Да, через Kodi я смог проигрывать IPTV без каких-либо проблем. Kodi поддерживает автофреймрейт. Это немаловажный факт, и это приятно. Также в этом самом Xbox есть Media Station X, но я его сразу отмел, потому что по факту Media Station X просто-напросто открывает все эти дополнительные приложения в браузере. И тут вот в чем вопрос. Дело в том, что Edge на Xbox X заточен под вот этот вот геймпад, который работает в виде аэромыши. И переключать и нажимать у меня не совсем всегда получается, то есть необходимы какие-то внешние устройства, необходимо как-то заморачивать, это неудобно, это просто-напросто вызывает неудобство и невосприятие этого всего как конечного продукта, потому что на том же ТВ-боксе, я повторюсь, работает все намного интереснее. А вот преимущество в стриминговых сервисах, оно очевидно. Даже несмотря на то, что Netflix не поддерживает автофреймрейт, и тот же самый Ivi не поддерживает автофреймрейт, но наличие чистых 120 Гц, чистых 120 кадров, и в моем случае мой телевизор поддерживает 120 Гц, вы можете просто-напросто включить 4К 120 и смотреть стриминговые сервисы без джодер-эффекта, без вот этого дергания и микрофризов. Почему? Потому что 24 и 120, вернее 120 делится на 24 без остатка, без дробей. Вернее там получается 119, 88, если брать фильм 23 976. То есть он это может. Вот в данном случае это плюс вообще неоспоримый. То есть в PS5 я не могу принудительно поставить 120 Гц и избавиться от джодера. Там будет в любом случае дерганина. А здесь получается у нас и в YouTube ситуация такова, что 60-герцовые видео будут без тормозов, и 24-герцовые в YouTube тоже будут без тормозов. А вот под
допустим, под 50, под 25, да, там придется уже что-то придумывать и переключать, потому что у вас будут какие-то микрофризы и микролаги. Тут еще стоит обратить внимание, что данный TV-бокс автоматически определяет в телевизоре наличие игровой функции и пытается включить ее по умолчанию. Так вот, дело в том, что в игровом режиме, вернее в ПК режиме вашего телевизора вы будете получать в любом случае джодер-эффект. Это связано с тем, что телевизор будет неправильно отрабатывать герцовку, плюс уплавнялка телевизора не будет работать с этим изображением. Она отключается в данном моменте, хотя некоторые утверждают в различных чатах, что это не влияет ни на что, и там отключаются только некоторые моменты. Нет, режим для ПК, и вот этот вот мгновенный отклик в игре, который включается режим автоматически, он убирает постобработку практически всю. И вводится оригинальное качество картинки без какой-либо обработки, без доработки 24 кадров, без доработки уплавнялками и тому подобного. А вот чего я здесь не нашел, так это Мегого. И мне стало обидно, потому что я на Мегого смотрю и телевидение, и смотрю те же самые фильмы, какие-то 4К HDR, но, к сожалению, в Xbox его не было. Есть только Иви, Netflix, правда, есть ОКО, это очень большой плюс. Ну и, конечно же, поддержка музыкальных сервисов, таких как Spotify, там и еще парочку мы тоже с вами сейчас посмотрим. Короче, ребят, ссылочки на Xbox серию лежат в описании под видео, а также топ-5 TV-боксов в разных ценовых категориях, которые просто-напросто берутся как дополнение к этой игровой приставке, потому что полноценно заменить TV-бокс без, допустим, NAS сервера она не может. Но если брать так, как у меня NAS сервер, и через Plex я могу проигрывать любой контент, и в 5.1 звуки, в 7.1 звуки, и в DTS, и плюс еще и в Dolby Vision, да, в данном случае это будет работать, но вам понадобится еще NAS сервер. Что дешевле, тут уже решать вам. Все, переходим, я сейчас в темной комнате включу свой телек, чтобы было нормальное видео видно, а потом уже возвращаемся на резюме. Так что поехали. Эх, ну что, обещанный TV-бокс, вернее Xbox в качестве TV-бокса. Первое, на чем могу акцентировать внимание, это то, что не стоит питать особых иллюзий в том, что он полноценно заменит TV-бокс. Да, если вы не притязательный пользователь, то, конечно же, какую-то пользу вы с него поймете. Для начала начнем с того, что в параметрах в данном Xbox, это Xbox Series S, в параметрах необходимо будет немножечко поменять некоторые настройки. Идем в общие с вами. В громкости аудио-видео здесь мы должны будем с вами определиться, какой мы звук будем использовать. Ну, во-первых, у вас есть вариант того, что, если у вас есть ресивер, и вы хотите смотреть что-то в 5.1 звуке, то вам придется немножечко поморочиться. Почему? Потому что то, что мы выберем 5.1 без сжатия, это типа он прокидывает туда весь звук в 5.1, это не факт, что вы его получите. Есть Dolby Atmos для домашнего кинотеатра, Dolby Digital 7.1 без сжатия, и у нас есть еще тут DTS Digital Surround. То есть, если мы включим DTS Digital Surround и посмотрим сейчас на информацию о системе, то у нас будет постоянно отображаться DTS. А если Dolby Digital, то он постоянно его будет в Dolby Audio гнать. Если поставим в 5.1 без сжатия, он будет гнать в PCM, и в надежде на то, что наш ресивер это отработает. Тоже сейчас будем пробовать и тестировать, что у нас из этого получится. В параметрах отображения ТВ у нас есть некоторый интересный момент. У меня стоит частота обновления 120 Гц. Зачастую это позволяет избежать джодеров в 24-кадровых фильмах, но дело в том, что Xbox изначально поддерживает автофреймрейт через Kodi. Тут такой вариант, я выберу 60, потому что я не уверен, что у всех есть 120. По крайней мере, мой телевизор это поддерживает. Ну, мы попробуем и на 60, и на 120, насколько у нас будет именно разница воспроизведения. Смотрите, если мы нажмем сведения о 4К ТВ, то тут написано, ваш телевизор поддерживает разрешение 4К 60, ваш телевизор поддерживает 4К при 120. Но тут вам нужно понимать, что тот кабель, который идет в Xbox Series X, он очень слабый. То есть на нем было моргание на 120 Гц, поэтому мне пришлось его заменить на Bezos. Также у нас, видите, у нас для игр ваш телевизор поддерживает Dolby Vision для игр в формате 4К 60 Гц, HDR10. Ваш телевизор поддерживает 4К с 10-битной глубиной цвета на частоте 24 Гц. И ваш телевизор поддерживает 4К 10-битной глубиной на 60 Гц. Также поддерживает HDR10 видео и поддерживает Dolby Vision. Короче, он поддерживает полностью все, что может эта консоль.
консоль. У нас есть HDMI цик, и тут как бы все бы хорошо, но дело в том, что пульт от LG не хочет взаимодействовать через HDMI цик вместе с моим вот этим вот телевизором, вернее, с моим Xbox S. И было бы прикольно, как это, например, на ТВ-боксах взаимодействие, что у меня нет полноценного пульта, как на PS5. На PS5 у меня есть пульт, а на Xbox Series S нет. И очень плохо, что приходится здесь взаимодействовать только с геймпадом. Ну ладно, такое дело. Дальше. Мы с вами в параметрах сети задали, смотрите, у меня 5 гигагерцовая сеть подключена. Проверяем скорость сети с помощью внутренних средств Xbox. И мы видим, что это всего лишь 215 на 131, но скорее всего на сервера самого Xbox с задержкой 52 миллисекунды. Это очень похоже на правду. Можем выходить и рассматривать, что же у нас есть. Если мы зайдем во все приложения, то если смотреть из фильмовых приложений, которых мы в теории могли бы использовать для фильмов, то здесь есть Ivi, Kodi, Media Station X, конечно же браузер Microsoft Edge, есть Netflix, Oco, Plex, Spotify для музыки, Twitch, у нас есть также YouTube и VLC. Кино и ТВ можно использовать для доступа к DLNA серверам. Тут начинается сразу такой момент. Сюда подключен мой жесткий диск с фильмами. Данные фильмы — это тестовые ролики. Мы можем зайти на этот жесткий диск и начать с тестов именно с жесткого диска. Тут настанет у нас первое разочарование, потому что при поддержке Dolby Vision стандартными... выбросила, видите, Кино ТВ, обратно вернемся. Стандартными средствами воспроизвести, допустим, тот же самый фильм в Dolby Vision у вас не получится. Смотрите, даже то, что он у нас сейчас включился, он включился в HDR и проигрывает в HDR через Кино и ТВ, к сожалению. То есть, если мы то же самое проиграем в коде, то это будет зеленый цвет. При этом, сейчас мы потише сделаем. При этом он погнал его, опять же, в PCM. То есть он не прокинул объемный звук. То есть вам либо придется принудительно ставить декодирование в Dolby Digital, либо в DTS. Как такового RAW проброса через стандартные средства нет. Давайте проверим, работает ли здесь iFair, именно автофреймрейт. Как таковой в стандартных средствах, мы это должны с вами проверить. Мы сейчас видим 5988, ну фактически это 60 Гц с дробями, которые у нас выдает телевизор LG. Там он по-своему дроби эти считает. Так, смотрим. Сейчас у нас частота все та же 60 Гц. В стандартных средствах автофреймрейт не работает, к сожалению. Показывает HDR тип HDR10. То есть мы уже понимаем, что стандартные средства для проигрывания фильмов не совсем подходят. Но либо нам придется ставить 120 Гц. А вот здесь вот самый интересный вопрос. Телевизор отдавать на откуп уплавнялки телевизора можно, конечно. Мне интересно, если я поставлю 120 Гц, попробуем проиграть 4К 60 FPS, тестовый фильм, который мы используем для тестов. И, пожалуйста, но смотрите, в чем фишка. На 60 FPS это идет достаточно плавно. То есть, 60 FPS фильм. Сейчас мы перемотаем немножечко. Все это прекрасно работает. Но опять же, это MP4 Dolby Vision, который он не воспроизвел. Попробуем сейчас проиграть это все в других плеерах. То есть мы понимаем, что DV стандартными средствами нет. Мы, конечно же, можем это проиграть через VLC и посмотреть, что у нас получится. Давайте попробуем. Все то же самое. Грубо говоря, Mortal Kombat. Тестовый ролик. Смотрим, как он проигрывается. И он пошел в зеленом цвете. Вот так вот. Видите, даже в HDR не сработал, потому что VLC нормально здесь не работает с Dolby Vision. И пробуем тот же тестовый ролик Gemini в Dolby Vision на 69 гигабайт, который пошел даже без HDR. То есть на VLC здесь рассчитывать вообще не приходится. Вот полностью. При том, что опять же мы имеем только PCM звук, при том, что у нас здесь в VLC даже нет возможности включить проброс. Есть доступ к моим UPnP, но здесь вопрос тоже такого рода. То есть у меня сохранено на моем NAS сервере много фильмов, которые нормально здесь в VLC я проиграть не смогу, потому что вот есть у нас тестовый ролик Джокер на 50 гигабайт, тоже это МКВ. В 5 профиле тоже он его проигрывает как SDR. Это нам вообще не интересно. VLC мы отметаем сразу. И тут уже становится интересный момент, что мы встречаемся с какими-то ограничениями в Xbox.
уже понятное дело, что мы не можем нормально здесь работать. Если мы зайдем в Кино и ТВ и попробуем проиграть с медиасервера в моей сети с NAS сервера, то будет тоже примерно такая же проблема. Давайте посмотрим. Мы выберем тот же самый Джокер, он будет играть в HDR, скорее всего, да, в HDR, но будет ли у нас какой-нибудь звук нормальный? Нет, опять же в PCM, то есть мы должны с вами работать именно с выставлением принудительного звука в настройках. RAW он не прокидывает на мой ресивер. В этом огромный минус. Если говорить о YouTube, мы можем попробовать проиграть, ну, мои тяжелые ролики, например, «Дикая река» традиционно проигрывается на всех ТВ-боксах для тестирования производительности. Он проигрывается здесь в HDR, здесь YouTube HDR, в отличие от других игровых консолей. При этом HDR здесь автоматический. Слушайте, достаточно удобно использовать, допустим, геймпад в качестве контроллера, вернее пульта. 4К воспроизводит идеально 4К 60 FPS в SMPTE 2084 в цветового пространства BT 2020. Коннект скорости сети сейчас 253 мегабита, поэтому с такого, ну, смотрите, стробит немножко YouTube, смотрите. Есть стробы, то есть он 60 Гц воспроизводит как-то вот совсем странно. Многие справедливо могут заметить и сказать, так есть же Коди, есть у нас Коди, и да, вы будете правы, Коди есть, все нормально, но нормально здесь поднять, допустим, элементум, вот вы видите, у меня сейчас выдает ошибку, невозможно, ну вернее, возможно, при некоторых манипуляциях, возможно, он запустится, но в моем варианте Elementum вообще не хочет проигрываться. Я пробовал различные версии, я понял, что, ну, знаете как, мотылять сюда Elementum для того, чтобы посмотреть нечто, не хочется. Любой ТВ-бокс за $30 или за 50 справится с этим намного лучше, чем Xbox S. Единственное, что здесь могу сказать, что здесь очень хорошо, что есть AFR, то есть если мы в проигрывателе включим, смотрите, если мы вернемся в аудио и включим корректировку частоты обновления экрана при запуске остановки, он будет работать. В системе, в аудио, в разделе экспертный мы не можем сюда включить проброс звука, его здесь просто-напросто нет, к сожалению. Опять же, попробуем сейчас проиграть те же самые тестовые фильмы, тестовые ролики, которые у нас есть. Тот же самый Mortal Kombat будет у нас в зеленом цвете через Kodi 19. Смотрите, запускается, при этом запускается с автофреймрейтом, но в зеленом цвете. Сейчас мы поработаем с различными тестовыми роликами. Все остановилось. Специально включим диагностику. HDMI режимы, вот у нас есть там 59, 88. И пробуем включить. Здесь должен сработать автофреймрейт. Смотрим, у нас сработал автофреймрейт в Коди. Коди поддерживает здесь автофреймрейт. Заработал, но почему-то фильм в HDR погнал в SDR. Вот это вот тоже мне момент непонятный. Это то, что касаемо Коди. Мы сейчас можем с вами включить тестовый ролик LG New York 4K HDR, который тоже у нас в Коди здесь не заработает. И в настройках, чтобы я не мучил, у меня все равно не срабатывает HDR в Коди. Возможно, у кого-то заработал с каким-то телевизором, поделитесь в комментариях, потому что здесь у меня не получилось поднять HDR, к сожалению. Поэтому Коди я для себя откидываю. Единственное, для чего я могу использовать Коди, я вам сейчас покажу. Я его использую здесь для IPTV. То есть у меня есть официальный плейлист, мы, конечно же, там официально его используем. Сейчас попробуем 4К каналы и запустим парочку 4К каналов. Видим, что 4К IPTV у нас заработало. Пробуем еще какой-нибудь 4К канал. Ну, в этом варианте мне нравится использовать, допустим, его для использования с IPTV. Но слушайте, вопрос-то в другого рода. Если Коди мне пришлось отмести по причине того, что у нас нет возможности здесь проигрывать в постру звук, то есть все должно обрабатывать само устройство, плюс нормально не обрабатывается HDR и Dolby Vision, то неужели все так плохо? И давайте на плохой ноте мы сейчас еще раз закончим. Закончим мы с Media Station X, через который можно что-то поднять, а потом уже пойдем по-хорошему. Давайте
Ой, сейчас мы вернемся в приложение. Конечно же, можно использовать Media Station. Я сейчас не буду показывать, какие приложения я использую. Они все, ну, как бы я должен вам рассказывать, но мы будем сглаживать, потому что YouTube сейчас очень сильно морочит голову. Но дело в том, что при использовании тех же самых известных каких-то кинотеатров, он вываливает вас в Microsoft Edge, и вы по факту смотрите это все в браузере. При том, что это очень неудобно с этим работать. То есть у меня в браузере получается та же самая лампа, работает указатель, а лампа не предназначена для работы с мышкой. То есть, ну блин, мне не нравится такой момент. То есть как зайти в фильм, то есть я нажимаю на AX и все, и он не заходит. Он включает режим мыши, и я не могу этим пользоваться. То есть, возможно, там какое-нибудь другое приложение сможет меня удовлетворить мой спрос. Ну давайте тут некоторые другие приложения сейчас попробуем. Примерно то же самое, ну здесь у нас опять же та же самая мышь, но работает хотя бы заход и сможем хоть как-то использовать. Но чтобы вы понимали, для того, чтобы смотреть раздачи, вам придется в любом случае использовать внешний сервер. Сюда сервер установить невозможно, вам придется использовать внешний сервер для того, чтобы как-то покрутить кино. Но это значит, что вам придется использовать в любом случае либо TV-Box, либо NAS сервер. Но я использую, давайте теперь о хорошем, я использую NAS сервер Synology, на котором у меня поднят Plex с моей официально купленной коллекцией фильмов. И здесь у нас есть клиент Plex. Смотрите, у меня есть фильмы в Plex, плюс еще и в Dolby Vision фильмы. Давайте посмотрим какие-то тестовые сейчас протестируем. Ну вот тот же самый, Interstellar у меня, по-моему, в HDR, да? Ну, сейчас будем пробовать. Единственное, что мне нужно понимать, работает ли Plex. Да, Interstellar у меня в HDR. Сейчас мы посмотрим, работает ли Plex у нас с автофреймрейтом на Xbox S. Да, работает Plex с автофреймрейтом. Он сейчас в 24 Гц. Ну, это очень хорошо. Это очень хорошо. Но если у нас звук, сейчас в пробросе посмотрим то же самое. Так, меня интересует именно Dolby Vision. Что у нас в Dolby Vision было? Ну, давайте, по-моему, Прометей был. Вот тут хоть убей, не помню. Эх, Прометей тоже в HDR. Сейчас посмотрим. Так, тоже PCM у нас звук. Будем сейчас включать обработку Dolby Digital, смотреть, как ресивер это все дело воспримет. Я все-таки найду сейчас нормальный фильм. Вот мы включили с вами фильм, сработал Dolby Vision. Мы можем включить инфо, и мы видим здесь Dolby Vision. То есть это официально купленный фильм, который проигрывают через Plex. Можете там говорить в комментариях все что угодно, но по-другому не будет. То есть Plex здесь отрабатывает. То есть можно все-таки взаимодействовать с вашей библиотекой, но вам в любом случае понадобится внешнее устройство с сервером Plex. Давайте попробуем теперь повзаимодействовать с объемным звуком. Идем в настройки системы. Так, это параметры отображения, громкость аудио, выход. Ну, нам придется либо ставить Dolby Digital, либо Dolby Digital, либо Dolby DTS, в зависимости от того, что вы будете использовать. О, звук у нас изменился, кстати. Вот смотрите, даже если я ставлю передать сквозную передачу, ну, сейчас попробуем, будет ли работать вот на HDMI без сжатия, дополнительная сквозная. Должно, сейчас попробуем в Plex проиграть и получить звук наружу, скажем так. Пробуем. Так, включился. О, отлично. Dolby Atmos и Dolby Vision. То есть в прямой передаче у нас заработало через Plex нормально объемный звук. Отлично. Слушайте, вот в этом плане, конечно, вот Plex здесь будет использовать очень даже круто. Но я вижу джодер. Посмотрите на чудачка, который идет. И я вижу подергивание, несмотря на какой-то момент отработки автофреймрейта. Переключился с режима игр. Это, кстати, еще один момент того, что у нас может быть джодер. О, выкинуло. И все равно мгновенный отклик в игре включает. Неужели автоматически активирует режим? А нет, стандартный. Тихо, смотрим еще раз. Запускается. Dolby Vision, Dolby Atmos. О, теперь чувак идет вообще отлично. Ничего не дергается, ничего не этот. Ну, вот видите, мы какой-то момент истины нашли. Попробуем сейчас с вами еще некоторый момент. В том же самом коде поиграем тестовые ролики при включении режима Pass-Through.
именно DTS, Dolby Atmos и все остальные. Давайте пробуем с жесткого диска. Вот у нас есть ну давайте DTS ядро проиграем. Ну вот видите, то, что я и говорил, что он все равно гонит формат PCM, вот видно, да, даже при том, что мы включили сквозную передачу, то есть здесь только лицензионные приложения могут передавать объемный звук на внешнее устройство. Это вот совсем, ну сейчас еще попробуем с вами проиграть Dolby Plus, Dolby Digital Plus. Все равно получаем PCM. Ну, лажа, ой, как светло, как же светло. Лажа, она и в Африке лажа. А вот что у нас еще хорошо, то что все-таки с лицензиями здесь все абсолютно в порядке. Например, Netflix, Ivi, тот же самый Megogo, Oco, это все воспроизводится на нативном уровне и можно использовать. Давайте попробуем Netflix. И вот, пожалуйста, смотрим на Netflix Dolby Vision в хорошем качестве звука. Давайте смотрим, что мы получили. Dolby Vision, правда, PCM. Здесь вот для Netflix надо ставить обработку, потому что здесь в Netflix не работает проброс. Здесь конкретно нужен декодер. То есть вы под Netflix должны сейчас выйти, пойти в настройки. Для того, чтобы в Netflix получить объемный звук в систему, вернее, нет, в общие громкости аудиовыход и включить Dolby Digital. Вот тогда вы получите в Netflix 5.1 звук. Это, к сожалению, вот так вот реализуется на уровне Xbox серии. Запустим тот же самый сериал. Включился Dolby Vision. И у нас есть Dolby Audio. Можно выходить. Теперь из стримов могу вам показать Ivi. Все абсолютно нормально работает. То есть вы здесь тоже можете получить и звук. Ну, давайте включим там какое-нибудь кино, покажу, что оно просто работает. Ну, все можно выключать, тут вопросов нет. Ну и в том же Megogo, сейчас оно переключится обратно, потому что срабатывает почему-то автофреймрейт. Нет, потому что срабатывают различные режимы цветности, режимы работы экрана. Допустим, в том же Megogo, где у нас Megogo? У нас есть Megogo вообще здесь? Netflix. Есть у нас Oco. А ну давайте мы сейчас найдем. Приложение Ivi коде Netflix, есть Skype. Давайте найдем еще в магазине Megogo. А вот Megogo нету, к сожалению. Ivi работает, Megogo нет. Вот такая вот лажа. Понятно? То есть я могу здесь смотреть только Netflix, Ivi, и Oco и тому подобное. Поэтому на этом я могу заканчивать обзор, потому что особо большого выбора. Ну, вы можете посмотреть, послушать, конечно, музыку в Spotify, вы можете посмотреть стримы на Twitch. Это все абсолютно понятно. Но давайте, наверное, уже перейдем в студию и порезюмируем с вами то, что мы сейчас посмотрели. А в качестве резюме могу сказать, что как игровая консоль, от которой я, честно говоря, в восторге. Мне очень нравится Halo, мне нравятся некоторые классные игры. У меня ребенок играет в Roblox. Я, честно говоря, вот прям подвисаю на нее, и она мне очень нравится. Я ее, конечно же, рекомендую, но как ТВ-бокс она очень слабая. И честно скажу, что есть варианты намного получше в качестве мультимедиа устройства. И это далеко не игровые консоли, а самые обыкновенные смарт-ТВ-боксы, которые стоят намного дешевле, чем эта самая консоль. Ну и плюс отсутствие пульта меня, честно говоря, ну я не могу в своей стране купить. Если он вообще, напишите в комментариях. Поэтому отсутствие пульта меня огорчает. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.